Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! На канале Иная Реальность. Я Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. Я желаю вам только счастья, только здоровья, любви, благополучия, благоденствия вам и вашим близким. Ну что ж, давайте начнем сегодня наш эфир по поводу предстоящего частного лунного дня, которое состоится 17 июня в знаке зодиака Козерог, день полнолуния. И это будет ровно 0 часов 30 минут по московскому. Дорогие мои друзья, я могу сказать, что сейчас мы находимся в коридоре затмения. Солнечное затмение благополучно пережили, было мягким, таким обволакивающим. Многие не почувствовали никаких влияний, но вот лунное затмение нам предстоит очень серьезное. Поэтому я вышла в эфир, чтобы поддержать всех вас, всех моих друзей. Ну и, конечно, сделать эту работу в том числе и для... Сейчас очень многие обращаются ко мне за консультациями, потому что влияние лунного затмения на многие знаки зодиака довольно жесткое сейчас. Может быть, и у вас сейчас в жизни какие-то проблемы и, ну, скажем, обостряются какие-то ретро-программы, потому что очень много ретро-движений. И сейчас у многих людей есть желание что-то изменить в своей жизни, но в том числе, и знаете, желание очень резких изменений, что приводит порой к конфликтным ситуациям. Людям хочется разорвать какие-то отношения с какими общались. Людям хочется, например, сейчас ну, каких-то перемен, срочно переехать куда-то, что-то бросить, все, начать новую жизнь. И вы знаете, поэтому я написала в комментарии к этому видео, что это мы сейчас живем под девизом «Не откладывай жизнь на потом». И это правильно в любом случае. Добрый день, Анжела, здравствуйте. Как вам звук сегодня? Вчера мне пришлось удалить мой эфир, который я провела целый час, можете себе представить, но звук был, в общем, искаженный, и мне пришлось удалить это видео. Ретро-Меркурий не дремлет, он дает неполадки сейчас с интернетом, с какими-то еще, скажем так, процессами, связанными с техникой, не стоит сейчас ничего серьезного покупать, но вещи ломаются именно в этот период времени. Очень много вещей может ломаться. Берегите свои дорогие вам вещи, будьте с ними особенно осторожны. Ну а мы сейчас вернемся с вами к тому, что можно в этот период перезагрузить очень многие программы. Но для начала их нужно осмыслить. Что такое программы? Что такое программы на уровне ДНК? Это программы, передающиеся нам по роду, работающие в тихом режиме. Мы о них часто не догадываемся. Есть, о которых знаем, есть очень много программ, о которых мы не догадываемся. Но они работают в тихом режиме. Анжелочка, напишите, как звук, потому что сегодня я опять нуждаюсь в вашей обратной связи, мои дорогие. Будут смотреть люди в записи, а вот Анжела уже присоединилась к нам. Наш завсегдатай. Я очень рада вам. Ну что, значит, смотрите, так как я побывала на местах силы в Грузии, мне была передана методика работы с информацией на уровне ДНК, духовной ДНК, то есть это не физическая ДНК, да? Очень интересная методика. И я думала сначала, что она работает только на местах силы. Там особые условия, но не буду углубляться, действительно, место силы обладает своеобразной такой страхующей энергетикой, дает нам очень мощный толчок для преобразования. Это естественно. Но сейчас выяснилось, что можно работать на уровне ДНК не только на местах силы. Поэтому если кто-то из вас хочет изменить программу, родовую, серьезную, мощную программу, с которой не в состоянии справиться уже десятками лет, потому что есть такие программы, с которыми мы можем с вами самостоятельно
работать, да, и мы все люди духовно растущие, идущие по духовному пути, а у меня здесь других слушателей просто нет, я уверена. Мы все, конечно, работаем над собой, так или иначе. Но есть такие программы, которые без помощи специалиста просто нам не под силу. Это знаете, как сделать операцию аппендицита самому себе. Есть такие люди, которые это делали, вы знаете, такие случаи есть. Но это единичные случаи. То есть вот, например, у меня получается работать с собой, но я знаю, что у большинства людей это большая проблема. Мы можем дать совет кому угодно, помочь кому угодно, да, но очень часто не можем помочь самим себе. Это нормально. Мир так создан, мы созданы друг для друга, чтобы помогать друг другу. Поэтому я вам сейчас объявила о том, что у вас еще есть несколько дней до конца этого периода, чтобы переписать ваши деструктивные программы, и вы можете обратиться ко мне в личку, чтобы это сделать. Это совершенно недорого, абсолютно нет, потому что вы, наверное, подумали, что переписывание программ на уровне ДНК – это какой-то космический тариф. Ничего подобного. Все это сделано для вас, для людей. Моя миссия – служить, и я не мыслю себя, свою жизнь по-другому. Поэтому, пожалуйста, я вам помогу, обращайтесь. Я с удовольствием это делаю. Я действительно это люблю делать. И я всегда вам говорю, благодарю вас за доверие, которое вы оказываете. Ну что ж, сегодня мы рассмотрим, дорогие мои, я сделаю не по знакам зодиака, скажем, работу, да, такую, я даже предсказанием это назвать не могу, но это целительское таро. Мы сейчас попытаемся вывести на сознание и скорректировать уже даже некоторые программы. Мы сделаем расклад по 4 стихиям. 4 туза, на вам, 4 туза. Они все говорят нам о 4 стихиях. И это стихия огня, так? Стихия огня. Дальше стихия воды. Давайте я перечислю сначала знаки зодиака, которые относятся к стихии огня, чтобы вы знали, мало ли вдруг вы не... Итак, стихия огонь – это лев, овен и стрелец. И если вы относитесь к этим знакам зодиака, то когда я буду работать вот с этой картой, с тузом жезлов, то это значит, это ваш вариант. Если вы относитесь к стихии вода, а это рак, скорпион и рыбы, дорогие, тогда следите вот за этой картой. И это будет ваш вариант. Дальше. Если вы относитесь к знакам Земли, и это у нас Телец, Дева и Козерог, тогда, мои дорогие, следите за тузом Пентаклей. И если вы относитесь к знакам воздуха, а это у нас Близнецы, Весы и Водолей, тогда для вас будет предсказание сделано по чей. Это стихия воздух. Ну что ж, а что же мы рассмотрим сегодня? Какие аспекты мы рассмотрим? Итак, первый аспект – это личная ваша трансформация. Дальше – перемены в личной жизни. Второй аспект, очень многих интересующий. Финансовые перспективы ваши, ну, куда же без них. И ключевое событие, которое вам готовят небеса сейчас, и о котором вы обязательно должны знать, потому что оно может существенно повлиять на ваше будущее, изменить вашу линию жизни. Потому что по затмениям это часто бывает. Ну а сейчас я перемешаю эти карты для того, чтобы, ну, кто будет первым, вторым, третьим и четвертым, мы узнаем прямо сейчас. Итак, что же у нас? Так, первыми у нас будут представители знака Земля. Телец, Дева и Козерог. Дорогие тельцы и козероги, давайте мы сейчас посмотрим,
какую программу необходимо трансформировать для того, чтобы перейти на новый духовный уровень. Потому что меняемся мы, меняется и наша жизнь. И я уверена, что все мои зрители, все мои слушатели это прекрасно понимают. Именно поэтому мы с вами посещаем и места силы, и я делаю для вас лекции, семинары, вебинары, для того, чтобы мы росли духовно, становились более осознанными. Итак, программа личной трансформации, программа, которую уже давно пора формировать, она уже готова. От нее уже можно отказаться. Тельцы очень трудолюбивые люди и очень терпеливые. Тоже можно сказать и о девах, и о козерогах. Это люди очень скрупулезные, очень работоспособные, мощные, харизматичные. Но, вы видите, эта карта, когда вы берете все на себя, говорит о том, что вы себя перегружаете. Вы берете на себя больше, чем можете. И таким образом баланс нарушается. Вы как бы свой ресурс жизненный, энергетический растрачиваете неэффективно. Неэффективно, так делать нельзя. Итак, дорогие мои друзья, вам сейчас нужно будет подумать об этом, потому что на обороте двоечка пентаклей, она говорит о том, что надо быть гибче, перераспределять свою энергетику, где-то что-то делегировать, уметь делать что-то вдвоем, в паре. Но не все самому, абсолютно. Вот это уже уходит из вашей жизни. И вы знаете, это не мелочи, потому что можно изменить только вот такую вот программу одну, и сразу в вашей жизни уже появятся новые такие дуновения, потому что, вы понимаете, доверие к людям, доверие к пространству большее появляется у человека, который не делает все самостоятельно. Согласны со мной? Если у вас есть знакомые тельцы, девы и козероги, ну, послушайте про них тоже. Следующее – это перемены в личной жизни для знаков Земли. Итак, дорогие мои, уважаемые знаки Земли, давайте посмотрим, что вас ждет в личной жизни. Это очень важно. И действительно вас ждут перемены. Причем вы будете инициировать эти перемены. Это не те перемены, которые сами придут в вашу жизнь. Просто, скорее всего, вы уже понимаете, что надо мало-помалу что-то менять. И я думаю, что вы уже начали даже этот процесс. Вот. Единственное, что вы не вполне еще определились, куда же вашу лодку направлять. Видите, двоечка мечей говорит о том, что вы еще стоите перед выбором. Вы как бы начали процесс, но в то же время вы не сделали окончательный выбор, четкий. Все-таки мы не можем идти сразу по двум дорогам. Да? У вас сейчас стоит вопрос, так все-таки так, как лучше, идет ментальная работа. Для тех, кому нужно помочь, пожалуйста, обращайтесь. Потому что сейчас любой ваш выбор, все, что вы выберете вот сейчас в коридоре затмений, это программа на 18 лет. Поэтому для того, чтобы как бы не перезапустить заново какую-то программу, от которой как раз уже пора отказываться, обращайтесь, мы будем выводить на сознание, мы будем исцелять вашу духовную ДНК. Ну что ж, тельцы мои дорогие, вы большие молодцы. И вы сейчас осознанно собираетесь что-то поменять в своей личной жизни. Неважно, одиноки вы или вы ищете пару, вы делаете это сейчас совершенно осознанно. Молодцы. И вы идете к гармонии, потому что шестерочка – это число гармонии. Финансовые перспективы для знаков Земли. Что же сулит вам по затмению? Судьба в сфере финансов. Угу. А вот она и вышла, двоечка мечей. То есть, видите, это не случайное совпадение. Скорее всего, перемены в личной жизни и ваши финансовые какие-то перспективы
очень взаимосвязаны. Очень взаимосвязаны. И вы стоите перед выбором, как продолжать. Ну, я вам хочу сказать, что у вас обычно получается зарабатывать, вы молодцы. Сейчас какие-то две опять дороги, два источника дохода. Ну, вообще, два источника дохода грамотно можно иметь. Но бывают такие источники доходов, которые можно сочетать между собой, есть несочетаемые. Почему? Потому что времени очень много, да, отнимает какая-нибудь деятельность. Есть деятельность, которая занимает не все ваше время, ее можно сочетать с какой-нибудь еще деятельностью. По королеве чаш, которая находится на обороте колоды, я вам даю подсказочку. Выбирайте только то, что вам по душе, то, что вам нравится. И вы не прогадаете. То есть, если у вас есть такой выбор между разумом или, допустим, вам кажется, что какая-то деятельность не перспективна, ею опасно заниматься, потому что она может не принести вам достаточный доход, но если она вам нравится, вам советуют за нее убраться. Ну, не сразу, может быть, появятся деньги, но вы однозначно будете в ресурсном состоянии. Иногда некоторые сферы деятельности нам нужны хотя бы для того, чтобы мы реализовали свой творческий потенциал. Понимаете? И выросли в каком-то смысле внутренне, возмужали, повзрослели. Поэтому не все деньгами измеряется. Очень важно делать то, что по душе. Тельцы, девы и козероги, я верю, что вы сделаете мудрый выбор. Ну а если нужна помощь, я сканирую виды деятельности финансовой. Я делаю это, очень люблю эту работу, когда можно просмотреть, какая финансовая деятельность вам по судьбе, какая принесет вам больший доход, быстрее пойдут деньги. Есть и благословение рода на эту деятельность. Это очень важно знать. Чтобы не делать лишних движений бессмысленных, пожалуйста. Итак, сейчас мы посмотрим ключевое событие для знаков Земли. Что же вас ждет? Какое ключевое событие по этому затмению, которое обязательно повлияет на ваше будущее? Смотрите, какое-то новое знакомство с очень интересным человеком, таким ярким, харизматичным, начало каких-то отношений. Это могут быть отношения дружеские, не обязательно любовные, но очень теплые, перспективные. Также эта карта может говорить о том, что вы захотите чему-то научиться, вырасти духовно. И действительно, здесь это опять-таки может прийти через какое-то предложение, через какого-то человека. У вас сейчас идет период, видите, исцеления, перехода в состояние более гармоничное. То есть, судя вот по тому, как вы себя вели раньше, да, эта программа у вас уходит, и вам требуется какой-то период, ну, адаптации, исцеления. Карта умеренность говорит о том, что у вас такая тихая гавань создается сейчас, но это неплохо. Неплохо. Потому что это нормально, когда человек из одного состояния переходит в другое, у него должна быть какая-то буферная зона, да, для того, чтобы он смог адаптироваться к иной реальности. Интересный будет у вас знакомый. Для каждого это что-то свое. Но следите за какими-то фактами. Будьте очень внимательны к знакам. Давайте посмотрим для вас рекомендацию, совет высших сил. Единственный совет, который я всегда слушаю, это совет высших сил. Так, всегда слушайте свое сердце. Ага. И все-таки это любовный какой-то рыцарь жезлов. Совет для вас. Быть активными, потому что, видите, паж жезлов, рыцарь жезлов, да, это какое-то знакомство очень интересно. Не пропустите этого человека. Более, что на обороте король чаш, а это влюбленный мужчина.
Поэтому совет для вас — быть всегда в форме, быть яркими, активными. Если вы мужчина, значит, у вас может появиться роман, освежение в чувствах с тем партнером, который у вас сейчас есть. Не собираете партнер, есть партнер. Прекрасно. Ну что ж, я вижу, что у знаков Земли сейчас акцент больше на личностной трансформации. Ушли как бы вы в себя. Это правильно, хорошо. То есть много внешних пока движений вы не делаете. Вы еще что-то докручиваете при себя. По затмению. Занимайтесь моделированием, прописывайте ваши планы, дорогие мои. Это не игрушки, это работает. Или как? Я когда-то тоже думала, что это предрассудки. Попробовала и увидела, что работает. Сейчас такое время, когда материализация наших мыслей и желаний происходит легче, проще, чем раньше. Если раньше не работало, то теперь может вполне. Такое время сейчас известно. Итак, следующее — туз жезлов, и это огненные знаки. Это Овен, Лев и Стрелец. Пожалуйста, Овны. Потому что сейчас я буду анализировать ту программу, от которой уже вам пора избавиться. Вам уже сейчас не нужна, отслужить свою, пора трансформировать. Аркан повешенный в перевернутом виде. Вы долго, очень долго, возможно, даже 12 лет, потому что это мощный аркан, 12-й, находились в каком-то состоянии подвешенном. То есть у вас как бы вам сказать, вы откладывали очень многие вещи на потом. Очень многие вещи на потом. Это была иллюзия жизни. Сейчас вы будете двумя ногами стоять на земле, а не витать в облаках, вот в таком состоянии, так как вы находились. Сейчас вам уже пора посмотреть на свою жизнь под другим. Энергия нового видения – это новые идеи. На обороте паж жезлов говорит о том, что да, это информация, это новые знакомства, это какие-то встречи с новыми людьми. Вам нужно перевернуть, вот действительно по 12-му аркану это прежде всего работа с сознанием. У каждого это будет что-то свое. Дорогие мои овны, львы и стрельцы, если нужна помощь, если нужен разбор полетов, обращайтесь, потому что у вас выпал старший аркан, а это говорит о том, что это мощная программа и действительно родовая, потому что аркан повешенный — это мужчина, который висит на древе рода. И это те программы, которые работают по умолчанию, сейчас их пора уже избавляться, они не дают ничего хорошего. В каждом случае это будет что-то свое. Каждый из вас знает ту ниточку, на которой вы подвешены были все это время, что-то вас не пускало двигаться дальше. Каждый что-то скажет свое. Я не мог, у меня были обязательства перед семьей, близкими, там, либо работа отнимала все мое время, я не мог или не могла уделить время себе, не знаю. Я переедала на ночь, потому что я целый день не ела, а на ночь ела, ну когда же есть еще, да? То есть вот все эти зависимости, которые нас держали, но мы понимали, что это только в нашей голове. На самом деле, вы знаете, всем все равно, счастливы вы или нет. Никто специально не желает вас сделать несчастным, прийти, проснуться в один день и сказать: я пошел делать ее несчастной, да? И в то же время никому нет дела, чтобы вы были счастливы. Это только ваша личная инициатива. Все-таки чем наполнить свою жизнь? Какими эмоциями? Какими мыслями?
Поэтому по аркану повешенный глубокий перепросмотр вашей ситуации жизни. Многолетний. Это 12-й аркан, это до 12 лет. Перемены в личной жизни. Какие же ждут перемены в личной жизни, если такая мощная трансформация огненных знаков? Я уже даже не знаю, какие же перемены вас ждут. Итак, Овен или Стрелец. Перемены в личной жизни для вас. Лунному знаку. Ага. Но что вам сказать? Вот этот застой пройдет. И, скорее всего, вы пойдете в люди, вы будете общаться, встречаться, передвигаться, взаимодействовать. Вы просто будете жить на полную катушку. И это очень хорошо. По пажу Пентаклей, который на обороте, я могу вам сказать, что это будет очень плодотворно для вас. Опять-таки, если вы долго находились в стагнации, ожидать, что вы сразу будете открыты новым отношениям, это иллюзия. Скорее всего, у вас пойдет адаптация. Сейчас вы становитесь просто юными, активными, бодрыми, бьетесь просто в бой. Вам хочется жить. Это очень хорошо. Огненная энергия, пятерка жезлов, пятерка – это перемены. И в данном случае это перемены в вашей голове пока что. Проживайте это, моделируйте. Все начинается с нашей головы. Все ею и заканчивается. Я желаю вам только позитивных перемен. Но все тут зависит от вас. От вашей активности зависит ваша личная жизнь. Вот так. Итак, мы сейчас посмотрим финансовые перспективы для огненных знаков. Для Овна, Льва и финансовые перспективы по изменению. Что же нам? Шестерка мечей говорит о том, что, скорее всего, вы направляетесь к новым берегам. Вы займетесь чем-то или будете продолжать углублять свои познания в определенной области, да? Либо вы займетесь чем-то новым. Скорее всего, будете что-то продолжать по шестерке. Далее, вы захотите углубиться, то есть вам захочется продвинуться в том, чем вы занимаетесь. Здесь вы будете инициатором. Скорее всего, это ваше личное дело, ваше индивидуальное какое-то. Это может быть и хобби, которое постепенно вы захотите развивать. Почему? Потому что на обороте у нас аркан Солнца 19 говорит о том, что вы зажжетесь как солнце, вы будете очень заметными. То, что вы будете делать постепенно, правда, не сразу, будет очень востребовано, поддержано обществом. Поэтому план, стратегия и определенная энергетика – это ваше дело, вы должны понять. Это зависит от вас, как вы будете двигаться, как вы будете продвигаться. Ваши финансовые перспективы зависят от вашей продуманности, от вашей стратегии. Вот видите, по затмению опять идет только моделирование, стратегия. Ни на кого так просто деньги не обрушиваются. Сейчас идет отработка очень многих кармических программ. Пожалуйста, если вам нужна помощь, обращайтесь. И мы сейчас посмотрим ключевое событие для Овнов, Львов и Стрельцов. Ключевое событие, которое готовит вам судьба, которое таким образом повлияет на вашу жизнь, что это будет существенно, это будет заметно. Ключевое событие по Королева Пентаклей. Все-таки смотрите, это дом, это семья, это быт, это бизнес. Знаете, вы будете заняты чем-то практическим, практическая будет у вас работа, но очень это будет востребовано, и очень это будет вам как бы... Вы получите деньги, вы получите уважение, любой ресурс. То есть занимайтесь, пожалуйста, каждый, ну, профессионально очень нужно подходить. Вот если у вас, например,
бизнес или какая-то сфера деятельности, это карта профессионала. То есть сколько вы вложите, столько и получите. У вас очень хорошие перспективы по затмению получить финансовую прибыль, особенно для женщин, потому что у меня еще и на обороте императрица. И, кстати, это замужняя дама. И, в принципе, по королеве Пентаклей мы можем говорить о том, что можете даже рассчитывать на какое-то знакомство с мужчиной. Здесь мужчина не проявился, не вышла карта мужчины, да, никакого. Но все-таки я понимаю, что вы, скорее всего, сейчас выходите из каких-то отношений, потому что по повешенному это могли быть взаимоотношения с каким-то мужчиной очень длительными. А сейчас вы идете как бы в общение, в мир, развитие, понимаете? Поэтому я бы вам советовала быть внимательными к вашему окружению. Может быть, там действительно промелькнет очень интересный человек, потому что я вижу здесь, но вы нацелены на серьезные отношения. Вы не будете сейчас размениваться по мелочи. Так кокетничать, может быть, но не больше. Идет у вас очень глубокое внутреннее переосмысление вашей жизни. Давайте возьмем для вас совет, рекомендацию высших сил. Это единственная рекомендация, которую точно стоит выслушать, а в остальных случаях нужно слушать только свои. Но вот видите, а меня интуиция не подвела. Вас ждет роман, ждет мужчина. Такой вот пылкий рыцарь чаш. Вы все-таки, так сказать, в чье-то сердце попадет ваша стрела Амура. Тем более, что десятка чаш на обороте говорит полный вперед. Вас ждет семейная счастливая жизнь. Это семьи, именно семьи жизни. Я вижу, что для вас, уважаемые огненные знаки, овны, львы, стрельцы, сейчас основной акцент я вижу сейчас на переосмыслении себя как я для того, чтобы создать пару. У вас акцент сейчас в личной жизни. Я вас поздравляю. Молодцы. Так. Будет здорово, если вы напишите свои комментарии под этим видео, насколько вам эта информация была полезна, насколько она срезонировала. Ну и, конечно, поставите свой лайк. Не забывайте об энергообмене. Когда-нибудь люди поймут, что важнее этого ничего нет. Все построено на энергиях. Самое важное для счастья – это находиться в балансе. И у нас сейчас на очереди воздушные знаки. Это близнецы, весы и водолеи. Дорогие мои, сейчас мы будем говорить о вас. Забудьте поставить ваши лайки, потому что сейчас я буду работать именно для знаков воздуха. Если у вас есть знакомые под знаками близнецы, весы и водолеи, тоже можете про них послушать, можете поделиться этим видео. И сейчас я достаю карту. Это личностная трансформация для вас. Это та программа, которую пора оставить в прошлом. Она свое работала. Воздушная карта пятерка мечей. Пятерка мечей говорит, вы были очень много доказывали себе, другим, этому миру что-то. Но это не принесло вам счастья. Парадоксально, вы победили всех, самих себя, окружение, вы многого достигли, но это не принесло вам радость. То есть у вас шла ориентация на то, больше на внешнее. Внешний эффект, который вы производите своими действиями. А вам сейчас рекомендуют себя. Глубь себя. А чего я хочу? Понимаете? Очень много активности такой внешней. А чего хотите вы? Подумайте.
Тем более на обороте паж мечей. Паж мечей говорит о том, что вам нужно именно сказать, задуматься, действительно глубоко задуматься о своей жизненной стратегии. К каким берегам теперь вам отправляться? Потому что какой-то этап позади, нужна какая-то новая точка отсчета, вам нужен какой-то новый жизненный план. Знаете, немножко повышенная агрессивность у вас и вспыльчивость какая-то, если вот она присутствовала, то от этого стоит отказаться. Но это как темперамент, здесь это как группа крови, понимаете? Анализируйте себя. Если вам нужна помощь индивидуальная, обращайтесь, пожалуйста. Я с удовольствием вам подскажу, что-то помогу, потому что у каждого ситуация своя. Итак, перемены в личной жизни для важных знаков. Близнецы, весы и важные в личной. Прекрасно. Вас ждет приятное, очень приятное знакомство. Если вы уже знакомы с таким милым пажом чаш, это ухажер, кавалер. Пока что все в переглядушках таких. Вот, но это новое начинание. Это замечательный роман, все на полутонах, очень милый. И по колесу фортуны это может перерасти во что-то серьезное. Потому что старший аркан, колесо фортуны, что в дальнейшем это получить интересное развитие. Можете долго быть вместе. Фортуна 10 аркан это на большой период времени можете рассчитывать. Но пока что все в такой стадии начала. Что ж, смотрите. Я вам желаю удачи, очень милые отношения, очень приятные, очень романтические. Вас ждут. Не пропустите своего кавалера или свою даму. Давайте посмотрим финансовые перспективы для знаков воздуха, близнецы, весы и водолей. Перспективы по лунам. Какая у вас перспектива? Ах, король чаш, вот оно что. Здесь у нас паж чаш, а здесь король чаш. Слушайте, это вполне возможно, допустим, что какой-то финансовый поток пойдет через вашего мужчину. Вот какие у вас финансовые перспективы. Либо, если вы сам мужчина, значит, вы будете, в принципе, зарабатывать на какой-то работе, которая вам по душе, которая вам по кайфу. Потому что у вас долго, видите, у нас пятерочка пентаклей на обороте, она говорит о том, что у вас долго был период неудовлетворенности ситуации. Но король это всегда хорошо, это статус, да? То есть будут изменения к лучшему, будут перемены к большей стабильности. Здесь только важно заниматься любимым. Королю чаш, но Луна это наше подсознание. Естественно, сейчас такие идут энергии, когда мы обращаемся в глубину себя, в глубину своей души смотрим, чего мы на самом деле хотим, что нас радует, понимаете, в чем все дело? Поэтому здесь по королю чаш либо это обеспечение пойдет через мужчину любимого, либо через любимую работу. Это очень-очень любимое дело должно быть у вас. Тогда хорошо. Мы посмотрим ключевое событие. Это ключевое событие. Императрица, слушайте, у вас серьезные перспективы выйти замуж. Серьезные перспективы выйти. Я вижу здесь у знаков воздуха акцент на личную жизнь, на то, что у вас все идет к свадьбе. Если вы мужчина, по императрице в том числе идет и бизнес. Поэтому хорошие перспективы
бизнесе, у вас отличное будет здоровье. И ключевое событие, что вы себя почувствуете, конечно же, как бы на новой ступени, более уверенно. Очень хорошее событие какое-то, посмотрите, по императрице. Ну, императрица может олицетворять нашу маму, жену, какие-то события, связанные с ней. Но события позитивные, хорошие. Императрица очень благоприятная карта. И давайте возьмем для вас совет, рекомендацию от высших сил, потому что это единственная рекомендация, которую стоит слушать. А в остальных случаях нужно слушать только свое сердце. Так, рекомендация для вас. Ах, все-таки вы чего-то боитесь. Вы действительно, вот понятно, вот эта вот карта пятерки, да, программа, которую нужно убрать. Вот рекомендация для вас, если вы хотите построить новую жизнь, личную, да, замечательный бизнес, как-то продвинуться в жизни, вам, конечно, рекомендовано выйти за рамки ограничивающих программ. Здесь масса у вас предубеждений, страхов, ограничивающих вас, которые вам сейчас, поверьте, не нужны. Много мыслей, которые пустые. Пустые, они уже отжили свое, вам только кажется, что это важно, что это страшно, что это трудно. На самом деле нет. Потому что, видите, на обороте прекрасная карта семерка Пентаклей. Это карта здорового энергообмена. То есть вот здесь вот человек, ну какой здесь энергообмен? Да, здесь он полностью сам в себе. А здесь вот карта отдачи, то есть откройтесь этому миру, уважаемые воздуха. Вот эта карта, действительно, я бы вам рекомендовала поработать. Вы можете поработать сами, вы можете поработать. Я очень люблю вот этот набор полета. Выводить на сознание. У каждого из вас какие-то собственные есть ограничивающие. И это не мелочи. Даже одно маленькое ограничивающее убеждение может нас очень сильно блокировать. Мы можем жить эффективно, когда у нас есть такие ограничивающие убеждения. То есть пространство нам дает что-то, предлагает нам какие-то возможности, а мы боимся. Вот точно так же и в личной жизни вы можете что-то упустить, не поверив хорошему человеку, опираясь на опыт прошлого. Нет, это не хорошо. Я вам желаю только удачи, только любви, только добра и самого лучшего, мои дорогие знаки воздуха. Ну а сейчас мы переходим к рассмотрению знаков воды. Ну вот вы и дождались, мои дорогие знаки воды. А кто у нас вода? Раки, скорпионы и рыбы. И сейчас мы рассмотрим для вас личностную трансформацию, то есть какие программы уже отжили свое, и по лунному затмению вы можете приступить к деактивации этих программ. Вы можете переписать свой сценарий жизни. Вы можете заложить сейчас фундамент на ближайшие 18,5 лет. Давайте посмотрим, что же это за колесо фортуны. Ух ты! Колесо фортуны. А вот интересная программа, между прочим, программа, которую уже давно пора, скажем так, отключить, да, то есть переписать, это когда мы полностью полагаемся только на судьбу. Мы слишком доверяем, вам сказать, вообще всем доверяем. По королеве чаш на обороте, это люди вообще, раки, дорогие скорпионы и рыбы, вы же очень интуитивны. Вот королева чаш это как раз про вас. Очень интуитивны, но нестабильны, потому что по колесу фортуны оно вращается туда-сюда, нет стабильности. То есть вы не можете взять это как бы в руки, да, свою жизнь, как вот штурвал, твердой рукой и идти к своей цели. Да, интуиция – это прекрасно, да, очень много у вас чувствований, вы считываете информацию, но вот разобраться в ней не всегда можете и не всегда можете удержаться в стабильном состоянии для того, чтобы
соответственно, в своей жизни произвести какие-то перемены. Нужно быть еще и фиксированными. Понимаете, в чем все дело? Итак, мои дорогие, у каждого это будет что-то свое. Если вам нужна будет моя помощь, обращайтесь. Программа «Старший аркан» говорит о том, что вы по жизни такие. Это вообще ваша как бы черта. Вот, но здесь уже пора что-то делать. Это точно. Давайте, если кому нужно, будем работать над этим, обращайтесь. А мы сейчас посмотрим перемены в личной жизни. Да? Воды. По лунному затмению. Что же нас ждет? И перемены в личной жизни. Ох, какие перемены! Королева мечей. Но вам нужно будет написать собственный жизненный сценарий. Королева – это хорошо. Это значит, вы начинаете... Вот здесь я уже вижу фокусировку. Вот здесь я уже вижу план четкий. И здесь это самая холодная королева. Здесь я вижу, мои дорогие и уважаемые знаки воды, что вы начали работать над собой. И вы здесь точно уже под контроль взяли ситуацию. Вы знаете, чего вы хотите. А на обороте аркан влюбленные, представляете, говорит, что у вас есть все шансы на успех, чтобы стать женой, чтобы обрести пару. То есть для вас эта тема важная, вы прямо все сфокусированы на этом. По королеве мечей вы прямо выбрали это как цель. Но и эта программа будет работать. То есть действительно стоит сейчас, если у вас есть какие-то затруднения в личной жизни, вы можете либо решить эти проблемы, если у вас есть пара, но не гармоничные отношения. Конечно, обращайтесь за консультациями, потому что по королеве мечей вы будете брать инициативу на себя и что-то решать с этим, вплоть до того, что расставаться, или, например, с любимым человеком, со своим партнером или нет. В то же время вы готовы к новому, понимаете? Но у вас это просто план, стратегия. Это вы молодцы. Очень хорошо. Так, финансовые перспективы для вас. Знаки Раки, Скорпион. Финансовые перспективы. Важно. Ну что ж, смена деятельности, переезд, новая работа, обучение. Все это будет способствовать выходу на новый уровень. У вас явно закончился какой-то цикл. То есть у вас и колесо фортуны, завершение какого-то цикла глобального. У вас и аркан мир – это завершение глобального цикла. И здесь иерофант на обороте показывает. Говорит о том, что это тоже образование, обучение, новые знания и, может быть, работа, связанная со спикерством, с тем, что вы будете работать с людьми, давать эстафету, да, свои знания. Если, например, вам кто-то предложит, то да, это сейчас. По аркану мир – это иностранные языки, выезд за границу, бизнес за границей, выход на сцену. Это все сейчас будет вас продвигать и даст вам в перспективе прибыль. Если вам кто-то предлагает бизнес по путешествиям, например, потому что это все, что связано с путешествиями, с перемещениями, аркан мир, понимаете? Если вы, например, в какую-то компанию будете входить туристическую, работать вам будут предлагать, либо вам работу за границей будут предлагать, либо вы сами захотите эмигрировать, то знаете, что вас там ждут реально большие финансовые перспективы, чем на том месте, где вы уже все сейчас обжили, где вы все знаете. Мы сейчас посмотрим ключевое событие для вас, событие, которое влияет на ваше будущее. Троечка чаш. Ну что ж, какое-то событие, за которое даже можно выпить. То есть здесь какой-то прямо праздник, победа, осуществление. Вы поймете, что это. Потому что на обороте рыцарь жезлов
Я даже не исключаю знакомство с очень приятным мужчиной, пылким, харизматичным, активным по отношению к вам. И это карта праздника, свиданий. Вы, может быть, будете с ним опять-таки путешествовать, что-то отмечать, ездить, знакомиться с его друзьями. Вы будете со своими друзьями. Здесь я вижу, кстати, очень большой шанс на такой образ жизни, знаете, который вам понравится. Нравится вам этот образ жизни. У вас закончился очень глобальный цикл. 10 лет как минимум, вы находились в этой программе, и сейчас она заканчивает. Начинается светлая полоса вашей. Давайте посмотрим совет для вас, уважаемые знаки воды, раки, скорпионы и рыбы, потому что это единственный совет, который стоит послушать, это совет высших сил. А в остальном всегда слушайте только свое сердце. Больше никого не слушайте. Итак, совет, рекомендация для знаков воды. Десятка пентаклей. Но это карта семьи. Дом полная чаша. Ох, и колесничий на обороте. Вам рекомендуют переезжать, двигаться дальше, чему-то обучаться, путешествовать. И вы знаете, вас ждет через путешествие и создание финансовой базы, и создание семьи. Поэтому вот по аркану мир здесь все объединяет. Здесь и счастье женское, и финансы, все. Вас ждут прекрасные перспективы, если вы будете делать ставки, сами будете готовы инициировать эти изменения. Вы можете обратиться ко мне, чтобы мы переписали ваш жизненный сценарий, потому что очень важно не перезагрузить старую программу, да, потому что если мы сами не пишем новый сценарий, перезагружается старый. Дорогие друзья, об этом вы должны уже знать. Мы уже давно живем, да? Да, один цикл заканчивается, новый начинается, но он как-то очень похож на предыдущий. Правда же? Такое очень часто бывает. Это все потому, что когда был момент, могли переписать свою жизненность, мы этого не делали, мы просто жили. И старая программа просто перезагрузилась и перезапустилась. Вот в такой матрице мы живем, вот так это работает, потому что нельзя человека оставлять без программы. Но у нас есть возможность влиять. Я могу вас научить это. Обращайтесь ко мне, пожалуйста. Я обожаю это делать. Вообще моя тема. Канал поэтому называется «Иная реальность». Потому что я иная. Я всегда получаю то, что желаю. Потому что я знаю, как это делать. С удовольствием вам переживайте. Это совершенно недорого. Я очень много делаю в подарок. И это просто моя миссия. Это все это доступно. Просто пишите в личку, спрашивайте, общайтесь, вопросы. Вы увидите, что ваша жизнь начнет стремительнейшим образом меняться. И я знаю секретов очень много. Как можно стать счастливее, вообще практически не меняя ничего. Видите? Или, например, как можно встретить замечательного партнера, как можно привлечь к себе пару. И это именно ментальная работа с нашими мозгами. Знаете, это не какие-то там присушки, да, там и привороты. Это то, на что мы имеем право и обязаны это. Анжела пишет, это точно, я жду перемен и очень этого хочу. Спасибо, Иночка, за прогноз. Так, ура, я готова. Да, да, я очень рада, Анжела. Я знаю, что это все в тему, это все как раз вот вам сейчас пошло. Ну, потому что меня смотрят очень многие люди, которые часто обращаются ко мне за подсказками. Я благодарна вам за доверие и дружбу. И обещаю радовать вас еще своими прямыми эфирами.
А сейчас хочу сказать еще два слова о том, что я собираюсь ехать в Болгарию. Фактически, и я просто выбрала для себя